Всем привет! Сегодняшнее видео будет похоже на предыдущее видео, потому что в этом видео я покажу только изменения, которые были внесены в проект и которые не попали на запись. Я решил не записывать эти изменения, так как они, во-первых, уже были показаны изначально. То есть вся эта работа была показана в предыдущих видео, в разных. Здесь я просто кое-что переделал, оптимизировал, что-то переписал с нуля. И сразу скажу, что изменения в основном затронули пользовательский интерфейс UI и некоторые механики. И также добавлена поддержка управления геймпадом. То есть я решил, что лучше делать это с самого начала, чем потом мне кучу кода переделывать, переписывать. Начнем с того, что, во-первых, это запакованная игра уже в режиме shipping, то есть финальная. И вверху справа вы видите счетчик кадров от NVIDIA встроенный. Он немножко сейчас занижен, потому что... Так, давайте посмотрю, запись идет. Идет. Он немножко занижен, потому что идет запись экрана. Без записи экрана у меня на текущих настройках обычно показывает около от 100, 110 и до 120 доходит FPS. Настройки текущей графики я покажу вот такие. Вот, в принципе, все основные настройки. То есть, насколько я понял, большинство настроек практически FPS не меняют. То есть, я могу их покрутить вплоть до самого максимума. Это, например, текстуры, шейдинг, даже постпроцесс, по-моему, сильно не влияет. То есть сейчас, если посмотрим, ну, не сказать, да, что там какие-то существенные есть изменения. Может быть, потому что пока нет прям сильного наполнения в игре. Может быть, потом эти настройки начнут сильнее влиять на FPS. Вот. Но что сильно влияет на FPS моментально, это Shadows. Как видите, сейчас они у меня стоят на минимальных. И посмотрите, вот сейчас какая цифра у нас показана. Ну, в норме обычно 110, 120 в среднем. Иногда где-то, конечно, да, бывают просадки немножко. Сейчас с включенной записью экрана, ну, в районе 70, я так думаю. Примерно можно считать. 60-70 плюс-минус. Теперь, если я сейчас буквально на одну единицу повышу качество теней, моментально FPS обычно падает где-то на 10 единиц примерно, плюс-минус. Сейчас, может быть, из-за того, что идет запись экрана, и так видеокарта, может быть, режет где-то эти кадры. Может быть, приоритет отдает записи экрана, и поэтому не так сильно видна разница. Но в реальности, без записи видео, то есть на нулевых настройках теней 110-120, на настройках единица, то есть medium, да, обычно показывает где-то в районе 100. Так, давайте я пока покажу. И сразу покажу, в чем отличие основное. Давайте сначала сейчас пробежимся по другим. Кое-чему другому. Так, переделан инвентарь практически с нуля, так как я решил его максимально оптимизировать и сделать масштабируемым, так, чтобы потом мне не пришлось каждый раз лезть в код и что-то менять. Инвентарь выглядит сейчас вот так. То есть визуально, может быть, не сильно заметите разницу, но увидите, что появились... Ну, во-первых, я переработал подсветку предметов. И сразу хочу рассказать вам, что сейчас я полностью управляю игрой геймпадом. То есть без мыши. Вы видите, что мыши здесь нет. Я двигаюсь, перемещаюсь джойстиком левым, либо стрелочками. И внизу появились подсказки по управлению. Да? То есть навигация, переключить вкладку и тап выйти, да, допустим. Если это на клавиатуре. Пока что я не делал поддержку подсказок для геймпада. Вот так можем переключаться между вкладками. Как помните, да, что у меня есть инвентарь обычный для обычных предметов, да, которые могут стакаться, могут расходоваться, которые можно сортировать. И инвентарь квестовых предметов, когда они все могут быть только в единичном, то есть в единичном количестве, то есть уникальные все предметы. Они, если попадают в инвентарь, они туда больше, оттуда никуда не деваются, только если где-то не используются по сюжету. И здесь навигация такая, что просто как лента, и мы ее можем крутить вправо-влево. Ну и третья вкладка у нас была, я еще ее не переделал, это текстовые записки. То есть я когда доберусь до текстовых записок, тогда уже буду их адаптировать. Так, теперь по взаимодействию. То есть сейчас двери, что я переделал, это двери. То есть теперь они у меня физические.
То есть я просто бегу и открываю их. То есть мне не нужно нажимать кнопку взаимодействия, чтобы их открыть. Но иногда это нужно делать, когда дверь заперта, например. То есть если она просто заперта, то есть, например, по умолчанию, да, вот эта дверь входная у нас, я сейчас включу фонарик, вот, входная дверь главная, да, то есть она у нас просто заперта, и поэтому мы просто не можем ее открыть. И, скорее всего, будет какое-то звуковое сопровождение при попытке открыть. Но, кстати, я, по-моему, забыл здесь коллизию назначить. И я поэтому проваливаюсь тут иногда где-то. А, вот у одной из дверей нет коллизии. Забыл, да, поставить. То есть вот тут я упираюсь в нее, а тут вываливаюсь наружу. Ну, это ладно, это у двойных дверей. Я где-то просто забыл поставить переменную, подключить в Enable Collision. Теперь, если дверь заперта, но ее можно открыть ключом, например, или каким-то другим предметом, то я также не могу ее открыть, но появляется подсказка взаимодействия. И если у меня в инвентаре есть нужный предмет, в нашем случае это вот этот ключ, который я только что подобрал, он именно от этой двери. И я нажимаю взаимодействовать, дверь отпирается, проигрывается звук отпирания замка, и теперь дверь превращается в обычную. Вы видите, что исчезла подсказка взаимодействия, и теперь я спокойно могу ее открыть физически просто. Вот, то есть потихоньку я где-то дополировываю механики, то есть в частности это вот дверь. Потом получается взаимодействие с геймпадом я пока не перевел на режим, точнее взаимодействие с электронным замком я пока еще не адаптировал под геймпад. То есть пока что я уже убрал здесь мышку, но навигацию пока что здесь не настроил кнопками. То есть пока что там только мышкой. Далее, что еще поменялось? Так, ну и сам интерфейс, то есть инвентарь я уже показал. Как можете услышать, может быть услышали уже, есть звуки переключения навигации. То есть они здесь одинаковые при навигации между предметами и навигации между вкладками. И вот такое меню паузы. То есть размытие добавляется на заднего фона, игра ставится на паузу. Точно такой же звук навигации здесь, подсветка текущей кнопки. И могу здесь, то есть я могу продолжить игру. Можно просто нажать снова повторную клавишу паузы. Можно выйти из игры. И настройки. То есть тут с текстом еще поработать. Это самый первый виджет, который я начал переделывать. Точнее, я его просто внедрил в игру сначала, а потом уже переделывать начал другие. То есть тут видно, что текст надо немножко сделать, уменьшить ему яркость, слишком по глазам бьет. Такой же звук навигации, но теперь появился звук переключения. Изменение каких-то значений. Вот такой. Также вот здесь это все реализовано. И здесь. То есть это пока не буду трогать. Потому что, скорее всего, где-то я еще не доработал эту кнопку, настройку. Так, вот. В целом, к чему я пришел, что получается единственная настройка, которая сильно убивает FPS, это Shadows Quality. И сейчас я еще покажу еще одну особенность. Пока еще я разбираюсь, в чем проблема. То есть, смотрите, сейчас настройки ставлю на 0. Мы видим, что тени стали более-менее нормальные, да? От шкафа, в принципе, от коляски. Но они такие слегка размытые, да? Теперь ставим настройки Shadows Quality 1. То есть это medium. От коляски тень стали четче. Ну и вообще от всего, да? То есть основные тени здесь у нас идут от вот этих вот источников света, которые являются Rect Light. Ну и даже если тут посмотреть, то есть мы видим, что такая более-менее четко выраженная тень. Но теперь что происходит? Если я посвечу фонариком, то есть фонарик у меня уже идет Spotlight, мы увидим такие корявые, очень жесткие оборванные тени, да? То есть это почему-то происходит только на вот такой настройке Shadows Quality. То есть на нулевых все более-менее нормально. Что там, что там. Единственное, что да, у коляски, например, уже не такие детализированные тени. Ну, хоть они, в принципе, видите, от фонарика падают тени, да, такие вот. Ну, более-менее нормальные, я так думаю. И для инди-игры, скорее всего, даже пойдет. То есть во многих даже AAA играх на тени многие не обращают внимания просто. Но стоит только поставить настройки вот такие, то они становятся, смотрите, пиксельные тени. Они еще там плывут где-то. То есть вот такое искажение идет. Пока я вот думаю, с чем это связано.
И если, конечно, поставить Shadows Quality на самый максимум выкрутить, то тени более-менее сглаживаются от фонарика. И, ну, в целом они становятся практически такие же, как и были на самых низких настройках. Вот посмотрите сейчас, какие тени от коляски, да? От коляски и от фонарика. Вот, запомнили, да? То есть они такие стали более размытые, и, как я понял, движок пытается сделать их максимально естественными, то есть чтобы у них были не четкие ровные края, да, а такие как бы размытые немножко. То есть, ну, например, вот эти тени от ручки, они стали более-менее четкие, да, потому что они еще близко находятся к полу, и как бы движок считает, что их надо четче рисовать. Но когда объект находится далеко от своей тени, да, то тень, как правило, у нас немножко размывается в реальной жизни. И я так понимаю, на максимальных настройках этот движок старается имитировать это поведение. Но теперь, если я сейчас поставлю настройки на самый минимум, я практически разницы здесь не вижу. Что так, что так. Можно, например, где-нибудь найти манекена, попробовать и еще посветить на него пойти. Пойдемте, добежим. Вот тут у меня стоял манекен. Так, вот он манекен. Давайте посмотрим на его тень. Вот он стоит в обычной А-позе. Вот посмотрите на тень на стене, да? Так, вот она. Я не могу попасть, найти кадр, чтобы посмотреть сбоку, да? Хотя можно отключить фонарик. Ну, тоже мы видим, да, то есть, смотрите, даже на самых минимальных настройках, то есть, все равно работает это правило, да, то есть, тень от ноги мы видим, что она такая максимально четкая, потому что она близко к своей тени находится. Тень от руки, она уже такая вот размытая. И теперь мы ставим самые максимальные настройки теней, и я практически разницы не вижу. Единственное, что от фонарика тени уже не такие квадратные, а вот здесь это будет прям явно заметно. То есть, видите, такие пиксельные тени стали. Как будто бы из эпохи PlayStation 3 PlayStation и аналогов. Вот, это к чему я пришел, экспериментируя с настройками. Сразу скажу, что здесь, получается, в проекте, что у меня включено. У меня включены аппаратные лучи, потому что без них не работает Megalights. А Megalights мне нужен для того, чтобы без проблем устанавливать десятки и даже, может быть, сотни источников света, которые перекрывают друг друга, и это у меня не вызовет никаких проблем, никаких просадок FPS, и мне не нужно будет вручную их двигать, расставлять так, чтобы они не пересекались. То есть, наверняка знаете, что если Megalights не использовать, то движок очень плохо переносит большое количество пересекающихся источников света. То есть я включаю аппаратные лучи, я включаю Megalights. В принципе, в целом это мне сильно FPS не убивает, потому что у меня в районе 110-120 пока что приемлемая цифра. А дальше, когда будет игра обрастать изнутри, да, то есть ассетами, текстурами, материалами, там посмотрим уже. Я, конечно, пробовал отключить Megalights, но у меня сразу возникли проблемы с пересечением света. То есть я не могу поставить их очень близко друг к другу, сделать вот такие вот перекрывающиеся тени, да, чтобы они друг друга перекрывали. То есть такого уже без Megalights сделать практически невозможно, я так думаю. Потому что если использовать полностью статичные тени, то они просто запекутся. Если использовать динамичные, то, конечно, мне нужно будет придерживаться правила 4 источников света, да, то есть чтобы не больше 4 пересекалось. А тут у меня, считайте, тут уже 3 висит, там 4, 5, от фонарика еще 6, и еще с той стороны у меня свет может добивать до сюда. Ну, пока что я искусственно, конечно, снизил их радиус, но, тем не менее, где-то может произойти такая ситуация, что будет очень много источников света. Также включены виртуальные тени. Как я понял, с ними тени выглядят намного лучше. И в целом тоже не сильно нагрузку добавила на железо. Я даже особой разницы не заметил. Напротив, даже когда я выключил виртуальные тени, где-то появились какие-то проблемы. Я уже не помню какие, но я решил, что все-таки лучше я буду с ними пока. В итоге включены виртуальные тени, аппаратные лучи, Megalights, Lumen, конечно же, включен. Виртуальные текстуры тоже включены, потому что в будущем планирую раскрашивать нанитные меши. Кстати, наниты тоже включены, то есть вся геометрия нанитная, но пока что она low poly, поэтому особо я пока не заметил прироста производительности, то есть, скорее всего, даже наоборот идет ухудшение, потому что нанит требует
определенного, то есть он резервирует определенное количество ресурсов на свою работу. И даже если он практически работает в холостую, он все равно будет у вас тратить ресурсы. Но в дальнейшем, я думаю, все-таки мне это поможет. И для чего я включал виртуальные текстуры? Для того, чтобы... То есть, как вы знаете, наверное, на нанитных мешах нельзя рисовать, как обычно вот Mesh Paint, да, когда мы рисуем, потому что у него нет фиксированной геометрии, и поэтому это делается с помощью виртуальных текстур. Вы рисуете на виртуальной текстуре, а она уже накидывается, растягивается на нанитный меш. Ну и есть, конечно, такой один косяк у нанитов. Хотя это, возможно, было только в редакторе, потому что сейчас я такого косяка не вижу. То есть в редакторе, когда я немножко подальше отходил, то есть у меня там искажалась геометрия и такой треугольник появлялся. Ну, возможно, именно в шиппинг-версии уже такой проблемы я не вижу. Вот. И, конечно, еще, знаете, что заметил? Это вот на самых низких настройках. Сейчас включим фонарик. Ну и тень вот такая вот становится. Так, это самые низкие, да, настройки? Да, то есть, видите, у нас как бы шарик здесь, но по факту тень идет треугольная немного. Если сделать повыше, тень становится уже такой более правильной формы, но она у нас становится очень пиксельной. Сильно. То есть это можно даже вот на тени от колеса посмотреть, увидеть. Конечно, если сделать вот такие тени, то они становятся максимально реалистичными. Ну и это сильно очень снижает FPS. То есть у меня при максимальных настройках теней в районе где-то 60-70, наверное, было FPS в запакованной игре. Вот. Ну и сейчас я перейду в редактор. То есть, кому интересно, покажу именно в виде кода, какие изменения произошли. Так, вот мы перешли в редактор. Так, и давайте с чего начнем. В первую очередь, наверное, покажу интерфейс. То есть, где я работал с виджетами. Это у нас папка Blueprints, UI. Вот так выглядит большинство основных виджетов. В прошлом видео я тоже уже их показывал. Но, по-моему, здесь что-то еще. Да, тоже тут костыль есть с курсором. То есть иногда, когда, если, например, игрок начнет играть на клавиатуре и мыши, да, начнет игру, то есть движок увидит это и как бы будет показывать обычную мышку. Но, например, когда потом он резко возьмет геймпад и решит поиграть геймпадом, то есть нам нужно как-то отслеживать это состояние и прятать мышку, да. То есть просто так ее прятать не всегда получается, потому что если мы ставим input mode UI only, то движок автоматически показывает мышь, ну и подаем какой-то виджет фокус, да, он автоматически показывает мышь, даже если мы не вызываем set show mouse cursor, он в любом случае его показывает. То есть я долго пытался его скрыть, и в итоге пришел к выводу, что просто нужно подменять курсор на программный курсор и просто пустышка. То есть это просто пустой виджет у нас. То есть тут ничего нет. То есть когда движок перехватывает это событие, то есть любое событие input, он видит, есть нода такая, давайте я сейчас покажу. Так, у меня вот здесь есть библиотека макрофункций, то есть это по аналогии с библиотекой функций обычных, но тут можно макросы использовать. И, кстати, вот здесь она у меня и как раз и используется для перехвата инпутов в виджетах. То есть, смотрите, у меня один макро создан. То есть, при нажатии любой кнопки, любого там джойстика или что-то еще, то есть мы получаем key event, из него тянем get key, и отсюда мы, то есть, ориентируемся, что это за кнопка. И потом идет проверка. То есть сначала проверка идет на то, что мы вызываем ноду из геймпад-ки. То есть если эта кнопка является геймпадной кнопкой, да, то я беру empty курсор, который изначально сохраняю, по-моему, оно у меня сохраняется, да, в контроллере. То есть я создаю в начале игры и записываю в переменную. Давайте открою, сейчас покажу эту логику. Вот здесь она у меня в графе. Так, по-моему, на Begin Play, да, то есть тут обычная логика на Begin Play. И здесь я создаю вот этот виджет пустой и записываю его в переменную.
И в дальнейшем через интерфейс я обращаюсь к этой переменной. Вот этот интерфейс у нас. Так, где он? Get empty widget или курсор, да? Как он назывался у меня? Вот, null курсор виджет, то есть это просто пустая переменная, она у нас, в нее ничего не записано. То есть, когда мы подаем пустой виджет, то движок автоматически сбрасывает курсор и на аппаратный, обычный. И когда, ну, в дальнейшем, конечно, все равно будет кастомный курсор какой-то использоваться, но пока что сейчас он просто сбрасывается на системный курсор, который у вас в Windows сейчас стоит. И есть еще функция get empty курсор, то есть здесь уже подается наш именно вот этот пустой виджет, пустышка. То есть виджет подается, самое главное, что движок видит, что подался какой-то виджет, ему не важно, есть там что-то внутри или нет, и он его автоматически применяет к мыши. И таким образом, то есть здесь мы получаем, что это за кнопка была нажата. Если она геймпадная, мы подаем empty курсор. Если она не геймпадная, то мы пустой курсор добавляем. То есть не пустой, а как бы null, которого не существует. Ну и возвращаем это дело, конечно, то есть где мы используем этот макрос, там мы возвращаем потом в конце, делаем через return вот эту переменную, выдаем обратно, и там мы уже ее где-то записываем, ну, в общем, что угодно с ней делаем. И второе действие основное у этого макроса, это он берет эту клавишу, которую вы нажали, и проверяет, то есть он достает из плеер контроллера mapping context, точнее вот input local player subsystem, да, то есть если вы используете новую систему ввода, то вы используете вот эти вот ноды. Из нее можно вытянуть ноду query keys map to action, то есть вы можете получить список всех кнопок, назначенных к определенному действию. Например, я хочу сначала проверить, не нажал ли игрок на кнопку, которая привязана к кнопке паузы. Если нажал, то я вызываю здесь, ну, точнее, не если нажал, то есть я пробегаюсь по этому массиву, сравниваю, если совпала кнопка, то я возвращаю через макрос вот этот вот pin resume, да, то есть, ну, то есть вернуться. То есть, как правило, эта кнопка нажимается во время паузы, например. Потом дальше, если нет, не найдено совпадение, мы проверяем также по аналогии все кнопки, которые могут участвовать в навигации. Это кнопка инвентаря, это кнопка подтверждения, это кнопка назад, вниз, вверх, влево, вправо, следующая и предыдущая вкладки. И вот этот макрос возвращает, то есть в зависимости от того, какую кнопку он поймал, он возвращает один из этих пинов. И как это теперь используется в виджетах, я покажу. Это у нас, допустим, давайте выберем виджет паузы, откроем. То есть вот такой стандартный виджет небольшой. То есть у нас motion blur, background blur, вертикальный бокс и кнопки. То есть кнопки тоже у меня кастомные, ну как кастомные, то есть это просто вот blueprint, потому что я решил один раз его уже настроить визуал, и чтобы в каждом виджете потом не настраивать. То есть вот такая кнопка, то есть это просто button, текст-блок, но внутри виджета есть переменные, которые определяют его внешний вид, то есть цвет текста, да, размер текста, сам текст, цвет текста, потом размер текста и, то есть, стиль жирный или обычный, да, и также стиль кнопки, то есть прозрачная она или, например, она слегка становится белой, когда мы наводимся на нее. И также вот функции кастомные ивенты, то есть fake hover, то есть это как бы ну, ложный, как бы сказать, ложная подсветка, да, то есть мы теперь делаем это не используя встроенную систему навигации и фокуса движка, то есть использую я свою. То есть я просто вызываю вот эти кастомные события, либо если true подаю, то кнопка считается, что она подсвечена и применяется ей определенный стиль, да, то есть тут можно эти переменные настроить, какой стиль будет иметь кнопка при наведении на нее мышкой, например, да, или если мы стрелочками на нее передвинулись. Если мы подаем сюда false, то мы возвращаем ей стандартный вид обычный. То есть этот button у нас используется и в меню паузы, и в инвентаре. И теперь открываем меню паузы, то есть мы здесь я переопределяю здесь одну из функций, то есть on preview key down. То есть вот здесь можно открыть список и переопределить любую функцию. И важно, чтобы эта функция работала. То есть я обязательно у самого виджета ставлю is focusable. Где-то здесь. Да, вот. То есть чтобы он мог перехватывать события.
соответственно, конечно, когда я его вызываю, ставлю input mode UI only, то есть я подаю его в widget focus, подаю именно этот виджет. И теперь вот эта функция переопределенная, то есть мне не нужно в каждом виджете заново переписывать логику перехват кнопок, да, то есть я просто беру вот этот ML keydown, то есть библиотеку макрофункции, то есть может быть еще какие-то будут потом. Я просто вызываю ее здесь, подаю, какую кнопку сейчас нажал игрок, подаю текущий геймпад мод, то есть каждый виджет знает, какой сейчас геймпад мод. Это нужно будет для того, чтобы потом менять подсказки, которые внизу будут динамически. И в зависимости от того, то есть эта макрофункция у нас обрабатывает входные данные, и в зависимости от того, что там, что она выявила, то есть тут есть выходные пины, и теперь если получается confirm, то есть я вызываю событие confirm уже у этого конкретного виджета. Точнее, не у этого конкретного виджета, да, у конкретного этого виджета. Вот у нас здесь где-то есть. Вот в интерфейсах. То есть все эти события я также перенес в интерфейс у BPI widgets. То есть давайте вот так откроем здесь. То есть вот они здесь. Confirm, back, navigate. Да, то есть у navigate принимает в себя параметр направления, то есть куда именно мы подвинули. Пытаемся переместиться, да. Вызывается эта функция, например. И, например, здесь у этого виджета, то есть при нажатии на кнопку подтвердить, допустим, это будет крестик, если у вас геймпад от PlayStation, да, или это кнопка А, по-моему, да, если это геймпад от Xbox, то есть будет срабатывать это событие, а здесь мы, получается, уже логика идет, то есть переключение вкладок, то есть если я нажал, например, то есть какой сейчас у нас Active Widget Index идет, допустим, нулевой был текущий, да, то я вызываю массив кнопок. То есть у меня есть массив, вот эти кнопки, они сохранены в массив, сохраняются здесь. И вызывается у них диспетчер, то есть нажатие на эту конкретную кнопку. А в самом event констракте, преконстракт, да, то есть мы эти кнопки записываем в массив. То есть вот здесь мы в массив их записали, и каждой этой кнопки привязали event dispatcher on click, да, то есть что будет происходить при нажатии на эту кнопку. То есть у всех на клик, у каждой кнопки отдельное свое событие при нажатии. То есть если мы нажали на эту кнопку, то у нас будет возвращаться игру, движок будет возвращать нас в игру. Если на эту кнопку нажали, у нас будет вызываться событие settings. А если на эту кнопку, то мы просто вызываем событие queued. И вот, соответственно, все эти события здесь у нас отдельно прописаны. Вот подтверждение, назад, ну и так далее. То есть вот такая вот логика. Теперь виджет инвентаря. То есть тут дольше всего я работал. Для этого я создал отдельные небольшие виджеты. То есть это Select Box. Тоже, то есть он хранит в себе текст. Потом он хранит в себе горизонтальный бокс. Кнопочки такие влево-вправо. Те же самые WBP button. Вот эти вот. И здесь у нас будет само значение, да, то есть text block value. Также у него есть свои переменные здесь, value, то есть все они настраиваются изначально, задается им ширина, высота, цвет и так далее, да. И также есть fake hover, да, то есть то же самое событие, видите, оно все через интерфейс реализовано, то есть это одно и то же событие, мне не нужно создавать заново, я просто могу подключать нужный интерфейс здесь. То есть видите, все те же самые функции, что и тут у нас. Ну и, соответственно, потом получается так. Вот он, Select Box. Ну, кстати, Select Box у нас используется только в меню настроек. Вот здесь. Вот они, все Select Box. То есть мне не нужно было каждый раз создавать здесь отдельно Horizontal Box, потом текст, потом две кнопки вправо-влево, да. У меня это один объект. Вот он. Один раз я его настроил видимость, и они теперь все у меня просто одинаковые. То есть мне остается менять только вот здесь вот эти переменные. Это какие переменные здесь? Так, вот, например, у select box есть список значений, которые вы можете себе принимать. Здесь только off и on есть, то есть включить либо выключить. Но на самом деле эти значения подходят сюда, к этому параметру. То есть включить или выключить вертикальную синхронизацию. А у select box resolution этот список заполняется динамически в момент создания виджета.
Вот он. То есть, видите, куча здесь, то есть каждому select боксу я назначаю, привязываю event диспетчер, отдельные его события, то есть отдельная логика. Ну, это я, по-моему, уже показывал в предыдущих видео. Ну, в целом, есть отдельное видео по меню настроек, то есть основу, базу можете взять оттуда, а потом уже, я думаю, если разберетесь с тем, то и поймете, что происходит здесь. То есть я просто эти кастомные события все привязал к event диспетчерам, то есть к одному единственному event диспетчеру он clicked, on value changed, то есть что происходит при изменении значения, и также все их записал в массив, да, чтобы можно было проще к нему обращаться просто. Хотя не помню, зачем я это сделал уже. Может быть, и не нужно было, раз я тут все по отдельности сделал. Так. Так, это все on value changed. Здесь один и тот же диспетчер, да. Да. Ну да, на клик Так, я назначал им диспетчер или не назначал? То есть, если я просто буду нажимать на них, по-моему, я забыл добавить, чтобы подсвечивать. То есть, навигация кнопками работает. И точно так же, смотрите, здесь я захожу. Так, settings. Нет, навигация у нас на паузе идет здесь. То есть я теперь, смотрите, главный виджет паузы у нас перехватывает нажатие клавиш и потом считает, что делать. Например, наш макрос понял, что игрок хочет сдвинуться вниз, да? Он вызывает событие navigate и передает ему направление вниз. Теперь мы ищем наше вот это вот событие, которое вызывается в виджете паузы. И теперь, в зависимости от того, какая вкладка сейчас выбрана, то есть если вкладка 0, по умолчанию это главная вкладка, вот это сам список меню, да, вот он. Так, где у нас свитчер, виджет свитчер, то есть вот у нас есть либо 0, тогда если мы на этом окне сейчас находимся, то навигация идет по главному виджету, navigation main. Но если у нас сейчас текущая активная вкладка виджет свитчера и равняется единице, то это значит, что игрок уже находится в меню настроек, и тогда вызывается событие navigate уже у этого подвиджета WBP settings. А у него эта функция уже определена по-своему. Вот здесь есть навигация, то есть тут, если вниз-вверх нажалось, то мы просто смещаем, выбираем слайдер, нижний или верхний. А если мы нажали влево или вправо, то мы вызываем change value. То есть мы уже меняем значение у определенного слайдера. То есть мы берем массив слайдеров, берем текущий выбранный индекс текущего выбранного слайдера и у него вызываем событие change value. То есть либо next, то есть либо вправо, галочка стоит next. Если она не стоит, то значит влево мы меняем. И проигрываем звук изменения. Вот, такая вот логика у меня выстроена здесь. И в целом в инвентаре практически все то же самое. У меня есть отдельные виджеты, маленькие виджеты, подвиджеты это самого предмета. Я их разделил на common item обычные, да, то есть у них здесь может быть число, которое будет означать, сколько предметов лежит в инвентаре. Также они могут растягиваться по ширине, либо по высоте и поворачиваться в зависимости от того, сколько слотов занимает. То есть, соответственно, у них своя логика, да, то есть тут есть логика вращения. То есть, если, например, при создании ему подается переменная, булиновая переменная isRotated true, то мы делаем render transform и поворачиваем картинку. И тут еще, конечно, пришлось повозиться с sizebox, со scalebox'ами, да, то есть sizebox у нас фиксированный, он настраивается в момент создания виджета в зависимости от поданной переменной cell size, то есть размер ячейки. То есть этот размер ячейки у нас определяется уже в главном виджете инвентаря. Он у нас, так вот он, WP Inventory Common. То есть это уже сама сетка, сам контейнер, да, для всех вот этих подвиджетов маленьких. И здесь, получается, при создании у нас есть переменная cell size, вот, размер ячейки 150. То есть, когда я здесь задаю, то есть мне достаточно один раз здесь поставить параметр, и этот параметр при создании дочерних виджетов будет передаваться им, а они уже будут рассчитывать свой размер, исходя из вот этого параметра. Так, вот.
Так, немножко все запутано, но в целом вот. И точно так же здесь у нас идет. Здесь у нас этот виджет не перехватывает события, потому что этот виджет лежит у нас в этом виджете. Main виджет. Вот он. И именно этот виджет у нас перехватывает события ввода. Вот он, input. Точно такая же логика, то есть мы вызываем макрос наш, подаем ключ, точнее key, значение клавиши, и уже вызываем дальше уже либо навигацию, либо переключение вкладок, либо закрыть инвентарь, да, то есть если мы нажимаем ту же самую кнопку. А почему нельзя использовать Enhanced Input? Потому что если вы ставите игру на паузу, если вы ставите Input Mode UI Only, то ваш контроллер перестает получать какие-либо команды ввода, то есть он просто на них не реагирует. И вы, соответственно, не сможете здесь просто вызвать вот эту ноду IA, да, там, допустим, пауз. То есть вы, конечно, можете ее сюда поставить, точнее не здесь, а в event графе. Вы сможете ее сделать, но ваш контроллер просто на нее не среагирует. То есть можно вызвать эту ноду, что-то прописать, но она работать не будет. Поэтому пришлось здесь переопределять, перехватывать нажатие клавиш. Здесь вызывается местная какая-то, местный event, navigate, например. И исходя уже из того, что здесь выбрано, то есть также здесь есть у нас вкладка, раздел навигации по вкладкам. То есть либо влево, либо вправо мы двигаемся, то есть либо следующую вкладку вычисляем, либо предыдущую вкладку и вызываем Select Tab. Если это вверх-вниз, то у нас идет навигация по предметам. То есть у нас идет... Так, это что у нас? Это в зависимости, то есть от того, какой именно инвентарь сейчас у нас открыт. То есть у нас тут в виджет свитчере есть два инвентаря. Вот я их закрою сейчас. То есть есть common, общие предметы, и квестовые. То есть в зависимости от того, какой именно сейчас виджет показывается, тому мы и отправляем сообщение navigate, то есть либо общему инвентарю, либо квестовому инвентарю. А у каждого из них уже своя логика навигации. То есть у этого вправо-влево, у этого можно по сетке двигаться. Ну и также подсветка, то есть где тут у нас? Где-то была... ну подсветка уже в самих дочерних виджетах. То есть вот такая вот примерно система. В целом, то есть тут можно это очень долго показывать. Не буду прям все с нуля, потому что с нуля у меня уже есть, по-моему, 4 видео по инвентарю. Там примерно все то же самое я делал. Единственное, что, конечно, я логику еще перенес расчета. То есть, когда мы навигацию делали, когда мы перемещались по сетке, да, так, это другой виджет, я уже закрыл его. То есть мы всю логику расчета делали в самом виджете. Я понял, что это делать вообще нежелательно. То есть виджет у нас вообще, в принципе, не должен знать о том, где какой предмет находится. То есть он только знает, где какой виджет находится, а рассчитывать, какое его количество у него внутри лежит в слоте, да, или можно ли его подвинуть там или что-то еще. То есть я решил, что эта вся логика у нас должна быть не в виджете, и я решил это перенести в actor component, то есть который у нас уже и так был inventory, то есть у каждого персонажа, у моего персонажа был actor component inventory, и теперь у него их целых два по отдельности. Отдельно один для общих предметов и отдельно для квестовых предметов. И теперь, если я открою сейчас, например, этот actor component common, допустим, да, мы увидим, что здесь всего несколько переменных. Это, во-первых, массив предметов, и также размер инвентаря, то есть количество строчек и количество столбцов. И у этого массива тип переменной structure common slot info, то есть информация о слоте обычного предмета common, да, то есть который стакивается. Тут всего несколько значений теперь у нас. Это пустой слот или не пустой. То есть сразу у нас автоматически всегда будет 25 элементов массива, к примеру, да, если это сетка 5 на 5. И они все существуют, но, например, если он пустой, то у него будет стоять галочка is empty. Потом is root или не root, что это значит? То есть у меня такая система специально для предметов, которые занимают больше одной ячейки. То есть если ячейка занимает больше 2 слота или 4, то она будет занимать 2 или 4 элемента в массиве. Но чтобы виджет инвентаря не рисовал 4 картинки на этих слотах, то есть есть переменная isRoot. То есть только там, где isRoot, он будет начинать рисовать картинку, а все остальные ячейки, это будет как бы просто к ней привязаны, связанные с ней.
они будут заняты, но на них не будет рисоваться отдельная картинка. Дальше row index, то есть это текущий номер массива. Это нужно для того, чтобы когда мы будем передавать не весь массив этот, всех 25 предметов, а какой-то один из них виджету, чтобы он знал, в какой ячейке именно работать. Row name, то есть это единственное, что отличает предметы друг от друга здесь, это row name, то есть это тип string, это строчка из таблицы данных. Quantity — это количество, из rotated, то есть повернут он или не повернут относительно изначального своего поворота. Slot index — это уже root index, то есть он нужен только для тех слотов, которые не являются рутовыми, то есть у них будет просто ссылка на рутовый индекс, рутовый слот. А слот индекс — это как раз таки номер в массиве порядковый, то есть он всегда равняется номеру элемента в массиве. Ну и тег — это тег специально это для дверей, то есть если у нас какой-то ключ от какой-то конкретной двери, то у них должны теги совпадать. Ну и, соответственно, вот таблица данных. Пока что здесь предметов немного. То есть есть аптечка, батарейка, пленка, фонарик, камера и ключ. То есть у нас виден, здесь есть тип предмета, общий либо квестовый. То есть общие могут стакаться, могут удаляться из инвентаря и так далее. То есть им нужно проверять место, есть ли свободное место для них. А квестовые всегда уникальные, они всегда могут добавлены быть в инвентарь и не могут удаляться произвольно. Дальше имя, описание, mesh, материал, иконка и размер, сколько занимает слотов в инвентаре. То есть, если это квестовый предмет, у них всегда по единице. Если это обычный common предмет, да, то есть он может занимать 2 ячейки по горизонтали, например, да, и одну по вертикали. То есть это как бы стандартно, да. Но если она будет повернута, то она будет занимать одну ячейку по x и 2 ячейки по y. Так, ну и, соответственно, переделан BP Master Item. То есть теперь в нем тоже совсем мало переменных. Это row name, то есть какая именно строчка из таблицы данных. То есть по факту какой именно предмет, да. Количество, потому что количество может быть разное. Переопределить материал, то есть если переопределить, то можно назначить новый материал какой-то отдельный, не из таблицы данных, не отсюда. Из Interactable это стандартный у нас рубильник, то есть можно ли взаимодействовать. То есть если я его отключу на сцене, то мы не сможем взаимодействовать с этим предметом. То есть он будет просто как декоративный лежать, да. Row name, так. Ну, получается, здесь я дублировал эту переменную, я ее потом удалил. То есть я здесь решил, чтобы вручную не печатать row name. То есть я сделал переменную типа data table row handle. То есть вы не выбираете просто из списка. Не нужно печатать, соответственно, нет риска опечатки. Ну и тег, это если вам нужно задать конкретный тег для ключа. Теперь давайте я покажу. То есть вот у нас это все. Вот эти все предметы, это один и тот же PP Master Item. Но у него, давайте смотреть, чем отличаются переменные. Здесь у него стоит, смотрите, row name flashlight. Ну и, кстати, это старая, да, то есть вообще, по идее, мне надо удалить эту переменную. Давайте я сразу удалю ее сейчас. Вот, то есть у нас есть quantity, количество, да, единица. То есть нужно ли переопределить материал. Если нет, то эта переменная игнорируется. Из interactable, то есть если галочка стоит, я могу его поднять. И, соответственно, появляется подсказка о взаимодействии. Дальше, смотрите, вот эта переменная row name, которая является, у которой тип datatable row handle. То есть мне не нужно вручную здесь вписывать row name. Я просто выбираю таблицу данных и выбираю конкретно какой-то один элемент. То есть я не могу ошибиться и выбрать какой-то не тот. Ну и тег, смотрите, у него есть тег security room. То есть этот ключ строго подходит к ключу от двери, у которой такой же тег стоит security room. Для того, чтобы не путаться с обычными тегами, я ее назвал require tag to unlock. То есть необходимый тег для разблокировки двери. То есть теперь какая логика, да? То есть если у меня дверь заперта, стоит is locked. Если она просто заперта и не требует никакого ключа для открытия, значит ее тупо невозможно открыть и, соответственно, никогда не появляется подсказка о взаимодействии. Но как только мы сюда вписываем какое-то значение, то движок будет считать, что эту дверь можно открыть, если у игрока есть ключ с определенным тегом. И тогда будет появляться подсказка. То есть сейчас, если я уберу этот тег, то есть смотрите. Нет, не сработало, да? Ну, где-то да, я, по-моему, где-то затупил. Так, давайте я проверю сейчас еще раз. Идет запись? Да, идет.
Так. Ну тогда надо просто Interactable еще убрать, да, и все. И тогда не будет здесь никаких подсказок. Все, то есть с ней нельзя не взаимодействовать, не открыть, то есть она просто заперта. Но если я ставлю Interactable и ставлю Tag Security Room, то игра будет думать, что эту дверь можно открыть. Теперь мы, когда к ней подойдем, появляется подсказка. При попытке взаимодействия щелчок идет запертой двери. Но теперь, если я взял этот ключ, разблокировал, все, дверь стала обычной физической дверью. Вот такая штука у нас идет. Так, в целом что? По-моему, так, если что еще подумать, что еще тут можно показать. Ну, в целом практически ничего больше не поменялось. То есть очень сильно разгрузился у нас BP Master Item. То есть практически несколько всего переменных здесь. То есть вся основная информация заложена в таблицах данных. Так, эту структуру показал. Ну, этот Actor Component практически такой же, но у него просто чуть проще логика добавления. То есть есть переменная try add to quest inventory. То есть мы здесь просто проверяем, существует ли такой предмет в таблице данных на всякий случай. Добавляем его в инвентарь, записываем в переменную и возвращаем результат true. Да? А вот, например, у этого Actor компонента переменная функция добавления в инвентарь намного сложнее. То есть сначала мы ищем здесь предмет, есть ли такой же предмет у нас в инвентаре. Для этого есть отдельная подфункция does have item slot with space. То есть, но мы не только ищем такие же предметы в инвентаре, а только те, у которых есть свободное место еще в слоте. То есть здесь у нас в таблице данных есть свойство max stack, то есть максимально сколько предметов может быть в одной ячейке. То есть, допустим, батареек может быть всего 5 в ячейке. Теперь эта функция ищет, если еще батарейки в инвентаре, и которых меньше 5 в ячейке. Если она находит true, вот она выдает массив найденных слотов, мы пытаемся добавить вот этот предмет, который пытаемся поднять, мы пытаемся добавить в эти ячейки. То есть тут вот по циклам пробегаемся и считаем, сколько осталось добавить. Если все умудрились впихнуть туда, то все, функция возвращает true, и все, цикл заканчивается. Если не найдено этих предметов или не поместилось все в эти слоты, то автоматически создается новый слот. Точнее, не создается новый слот, а мы ищем пустой слот уже. То есть мы пробегаемся по массиву предметов, то есть слотов, ищем пустые предметы, пустые слоты, вот, из empty. И потом уже смотрим по размерам. То есть если предмет 1 на 1, то нам достаточно всего одну ячейку. Если предмет 2 на 1, то мы еще и проверяем соседнюю, то есть либо правую, если это была, например, 2 на 1, да, либо нижнюю, если это 2 на 1, но мы ее переворачиваем. И наоборот, ну, в общем, да, как-то вот так вот. Пока что вот я дописал только до сюда, пока дальше, если что, посмотрим, может быть, еще допишу. Так, здесь, в принципе, все. То есть тут теперь нет логики инвентаря практически. То есть все управление виджетами перенесено в контроллер, поэтому граф инвентаря здесь больше не существует. Граф Interact тоже слегка переделан. Вот он. То есть у нас здесь есть просто... Так, это я что делал? Это я просто, по-моему, тестировал, да? Так, это я беру здесь массив предметов в инвентаре. Смотрю, проверяю, пустые ли они. Ну да, это я просто тестировал. То есть это можно удалять. Так, ну и вот, один единственный кастомный ивент. Interact, да, то есть взаимодействие с предметом. То есть мы отправляем ему сообщение Interact, он нам выдает только 3 параметра. Это строчка в таблице данных, если это предмет из таблицы данных, да. Если у него тег и количество. То есть если есть, то мы обращаемся к таблице данных, потом вызываем у нашего, смотрим какой это тип предмета, да. То есть если это common, общий, то мы пытаемся добавить его в общий инвентарь. Если это quest, то мы пытаемся добавить его в квестовый инвентарь. Здесь идет проверка на то, что фонарик это или камера, да. То есть также у меня есть переменные здесь. То есть переменные, которые привязаны к фонарику. Вот она.
и к камере. То есть конкретные строчки из таблицы данных. То есть если они совпадают, то мы ставим галочку, что у персонажа есть фонарик, есть камера. Ну и, соответственно, это будет для всех каких-то квестовых предметов, которые будут влиять на геймплей, да. То есть можно ли взять в руки фонарик, включить или камеру и ослепить врага, например, да. Дальше отправляем информацию в виджет, чтобы он обновил ячейку, да, и удаляем актор. А здесь, например, мы дополнительно еще не только отправляем информацию в виджет, да, но перед тем, как удалить актор, мы проверяем, получилось ли весь предмет добавить в инвентарь или только часть. То есть может так получиться, что у вас, например, нет пустых слотов, но есть батарейки, один слот, в котором две батарейки, да, а вы пытаетесь поднять 5 батареек, да, то есть что получится? Мы 3 просто поднимем, а 2 останутся лежать на столе. То есть вот эта функция возвращает, сколько не получилось взять. То есть если она больше нуля, то, соответственно, актор мы не удаляем, а просто меняем ему количество. А если получилось полностью его добавить в инвентарь, то мы удаляем его. Так, ну вот, виджет настроек, виджет, так, это у нас Select Box. По аналогии есть такой же слайдер, то есть тоже текст, слайдер. Также у него есть настройки изначально, то есть настройки текста, выделение, фокус, да, то есть подсветка, Event Dispatcher, что происходит при изменении этого слайдера. Ну и, соответственно, еще есть кастомные функции отдельные, просто чтобы задать ему конкретное значение, да. То есть напрямую, чтобы к нему не обращаться, то есть не вытягивать get, слайдер, да, то есть можно просто отправить этому виджету команду, то есть set exact value и назначить конкретное значение. Так, это у нас интерфейс виджетов, меню паузы, контроллер, это макрос, пустой курсор. Так, ну в целом, я думаю, практически все изменения показал. На этом пока, я думаю, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, замечания, пожелания, что хотели бы увидеть, что советуете добавить в игру, что советовали бы поменять или убрать. Может быть, советы есть по оптимизации какие-то, или идеи какие-то сюжетные, может быть, механики. Вот, все приветствуется, пишите. Буду стараться отвечать на все комментарии. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих видео.